Привет, эндуристы! Вы на канале Enduro Factor, с вами тренер Юра. И в этом видеоролике будем учиться переваливать мотоцикл через бревно. Не перепрыгивать, не перескакивать, не перелетать, не проезжать вилли. Все не про это, а про то, как просто перевалить мотоцикл через бревно и сэкономить при этом силы. Почему я вообще решил снять этот видеоролик? Все дело в том, что на просторах интернета уже есть очень много роликов от топ-мастеров, от топ-райдеров, как это делать правильно, там, как загрузить подвеску, как отработать сцеплением. И все это очень круто. Это все очень круто, когда вы уже не начинающий эндурист. Но когда вы только купили своего китайчика, когда вы только начали ездить со своими друзьями, вы задумываетесь о том, а не поехать ли мне в соревнования, вот здесь могут начаться проблемы. Проблемы какого рода? По сути, такого рода препятствия, вот такого рода бревна, которые ниже середины переднего колеса, они проезжаются за счет подвески. По сути, ничего не надо делать особенно. Чтобы на элементарном уровне это проехать, это получается легко. Но есть другая проблема. Проблема заключается в том, что когда вы поехали на соревки, первое – это то, что на соревнованиях вам такие бревна приходится проезжать практически с места. И это уже превращается в проблему. Вторая проблема, когда у вас получается занести переднее колесо уже за бревно, второе осталось. Мотоцикл повис на пузе. Тоже будем учиться, как это делать. Ну и третья проблема, это когда такое бревно находится в небольшом подъеме или в большом подъеме. Это тоже начинает становиться проблемой. Поэтому давайте учиться, давайте разбираться, и жду ваших комментариев. Первое. Учимся просто проезжать на подвеске. Этот способ нам подходит, когда у нас есть что? Когда у нас есть разгон. Когда у нас есть разгон, мы можем легко проехать такого рода бревно на подвеске. Сейчас я вам, собственно говоря, покажу, как это делается. Ребят, в целях экономии сил и в целях экономии энергии, когда у нас есть вот такое бревно, которое чуть ниже середины переднего колеса, мы просто на нормальной скорости просто едем, ударяемся в него без всяких проблем, мы его проскакиваем легко. Сейчас покажу еще раз. Просто едем, первая передача, набрали нормальную скорость, проскочили. У нас есть инерция, и у нас нет никаких сложностей. Просто едем на ровном газу. Дрынь, 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 дрынь. Без проблем. Когда же начинаются у нас проблемы? Проблемы у нас начинаются, когда мы едем в соревнования. Там толпа, пробка. Сзади вас тоже кто-то подпирает. Вы подъезжаете к бревну. И, по сути, вы в него упираетесь. Все, вот здесь начинаются все проблемы. Все самое плохое, что с вами могло случиться, уже случилось. Как выходить из этой ситуации? Способ первый. Если сзади вас никто не подпер, откатываем мотик назад. Ручками, ручками, ручками. Набрали скорости сколько надо и проехали. Опять же, ничего не делая. Просто нажав на газ. Просто едем. Случай второй. Вы подъехали к бревну, вы уперлись в него, вас уже сзади подпирают, и вы не знаете, что делать. Что вы начинаете делать, когда вы на ажиотаже, вы на панике? Вы начинаете делать то, что ненавидят все эндуристы. Вы начинаете копать яму. Ну, наверное, показывать не надо, как это делается. Какой выход из этой ситуации? Вам нужно, чтобы у вас сзади хотя бы было сантиметров 30. Как легко откатить мотоцикл и не потерять силы? Выжимаем сцепление, чтобы он у нас катался. Но не надо тягать его руками. Вы устанете, если будете тягать руками. А что мы делаем? Мы зажимаем передний тормоз, надавливаем. Видите? Подвеска идет вперед. И в тот момент, когда подвеска идет назад, мы вместе с телом просто передний тормоз отпускаем. Давайте попробуем. Оп. Оп. Мотик легко откатился. Откатитесь на метр. И
тогда сразу с газа попробуйте его переехать. И опять же, просто здесь не надо бояться дать газа. Пробуем. Я сейчас не делаю ничего сверхъестественного. Я не качаю подвеску, ничего. Я просто сижу на жопе и переезжаю. Еще раз, ребят, если вы подъехали, так получилось, ну вот вы уперлись, не надо делать вот это. Вот этим заниматься не надо. Если вы уже хотя бы чуть-чуть копнули, если у вас хотя бы чуть-чуть песочка полетело, все, прекращаем это дурное действие. Вы просто закопаете мотоцикл, и вам придется потом его руками оттуда доставать. Вы потеряете очень много сил. Это никому не надо. Если попали вот в такую ситуацию, еще раз, через передний тормоз качнули, откатили, качнули, откатили, качнули, откатили. Я там уже сзади ямку нарыл, поэтому не так быстро выскочил. Дальше. Какие у нас бывают еще приключения с обычными бревнами? Следующее приключение — это когда мы сумели перенести переднее колесо за бревно, а заднее осталось неперенесенным. Самый плохой случай — это когда вы начинаете копать яму, и у вас бревно попадает между передним колесом и получается рамой. Вот здесь хорошо видно. Как быть? Как выбираться из такой ситуации? Если вы просто будете сидеть на жопе и газовать, то ничего не получится. Вы лишь только усугубите ситуацию. Не хочу здесь портить это место, чтобы вам показать, как все-таки отсюда выбраться. Поверьте мне на слово. Вы даже пробовали, наверное. Вот вы попали в такую ситуацию. Вы что пробуете? Завели. Ничего не получается. Ничего не получается, потому что у вас уперлась, весь мотоцикл уперся картером, заднее колесо закапывается. Для того, чтобы выскочить из такой ловушки, нужно, здесь уже придется приложить усилия, но это легче, чем если вы вручную будете перекатывать мотоцикл. Вам нужно сделать вот так. Оп! Понимаете? Приподнять, насколько это возможно. То есть, чтобы у вас мотоцикл оказался вот в таком положении. Желательно вот так. Это будет прям идеально. Когда у вас мотоцикл в таком положении, вы включаете первую передачу. Одна нога у вас на пеге, вторая нога у вас в качестве поддержки. Заводим мотоцикл. Резким импульсом сцепления вам нужно максимально постараться подать заднее колесо поближе к бревну. Не перепрыгнуть, здесь ничего так, здесь нет никакого прыжка. Вам просто нужно не потихонечку, а резким импульсом сцепления. Можно даже поближе, вот так вот, где-то на середину мотоцикла сесть, если мы говорим про корпус, и тронуться. Показываю, как это делается. Тогда все проезжается. И еще раз, ребят, едем. Попали в косяк, застряли. Чтобы не терять сил, включаем голову. Вот отсюда, если мы просто будем газовать, ни хрена мы не выедем. Делаем что? Выжимаем сцепление, откатываемся, ставим переднее колесо на середину бревна, заводим мотоцикл и трогаемся. Все. Что будет, если у вас голова не работает? Вы что делаете? Вот что вы делаете. Вот такого, когда вы наделали, ребят, когда вы такого наделали, вы, скорее всего, здесь уже застряли надолго. И все. Но даже из такого положения, чтобы не терять силы, особенно на соревнованиях, не терять силы и не задерживать всех остальных, выкатываем. Пользуемся передним тормозом, чтобы вывесить переднее колесо вот так на бревно. Еще раз заводим. И здесь очень важно не закрыть газ. Не бойтесь, он у вас не курванет. Как только мотоцикл доедет до бревна, даже если у вас переднее колесо высоко поднимется, его заднее, за счет того, что заднее колесо уперлось в бревно, его опустит. Поэтому здесь самое главное не бояться дать газу.
Ребятки, к чему мы пришли в итоге? Микрофон у меня сел, пока я снимал вам этот ролик, поэтому буду говорить в микрофон камеры. Надеюсь, будет звук хороший. Ребят, главный вывод. Всегда нужно включить голову. На соревнованиях вы находитесь или вы находитесь на дружеской покатушке. Вот эти два способа, которые я вам рассказал и показал, они вам сэкономят столько сил и энергии, но больше того, они вам дадут какое-то общее понимание вообще бревен. Вы перестанете их бояться, вы перестанете копать ямы, вы перестанете терять силы. Поэтому ставим лайкосик этому видео. Если вам нравятся обучающие видеоролики от тренера Юры, пишем в комментариях, чему хотели бы научиться. Я сам учусь вместе с вами, но на сегодняшний день, как мне кажется, уже много чего умею по сравнению с начинающими райдерами. Понятно, что я еще не про-райдер, и, может быть, я им и не стану, но много чего могу рассказать. Поэтому не стесняйтесь, пишите комменты. И я это, в принципе, на самом деле делаю для себя. Вот чем больше народу, начинающих райдеров, посмотрит этот видос, на самом деле, тем мне легче будет ехать на соревнованиях. Потому что на соревнованиях очень часто пробки случаются именно на такой вот ерунде. На таких вот обычных бревнах. Казалось бы, там ничего страшного нету. Но каким-то образом туда добираются люди, которые не могут такое проехать. Соревнования — это стресс, соревнования — это паника. Мозг отключается, и люди стоят и буксуют. Не дают сами проехать, теряют силы, не дают проехать другим. С вами был тренер Юра. Подписывайтесь на канал Enduro Factor.